Добрый день, дамы и господа. Сегодня поговорим о золоте. Золото намного ближе, чем ты думаешь. Я не говорю сейчас про кольца, сережки, цепочки и другие украшения. Золото окружает тебя везде. Прямо сейчас оно спрятано в твоем телефоне. И в компьютере оно тоже есть. Золото идеально проводит ток и никогда не ржавеет. Поэтому его добавляют в каждую микросхему. Без золота твой гаджет просто не будет работать. Ты смотришь это видео благодаря маленькой частице золота. Но почему люди воюют за него 5000 лет? Все дело в его невероятной редкости. За всю историю люди добыли около 160 тысяч тонн золота. Это примерно 1 куб высотой в 20 метров. Это все золото мира за все века истории. Для примера, за одни сутки в мире производится 5 миллионов тонн стали. Еще раз, 5 миллионов тонн в сутки. И все золото мира, всего 160 тысяч тонн за всю историю человечества. Чувствуешь разницу? Золото– редкий ресурс, и поэтому так дорого стоит. В мире существует много разных химических элементов, но люди выбрали золото как меру богатства. Железо быстро ржавеет и портится на воздухе. Медь со временем покрывается темным налетом. Газы нельзя потрогать или положить в кошелек. Радиоактивные металлы могут просто убить тебя. Серебро со временем чернеет и теряет блеск. А золото всегда остается очень ярким и желтым. Оно очень мягкое и удобное для обработки. Его легко делить на самые мелкие части. Золото невозможно создать искусственным путем в лаборатории. Его можно только найти или добыть в природе. Это сделало золото идеальным материалом для денег. Оно не портится тысячи лет и сохраняет свой блеск. Золото стало символом богатства. Ради него люди бросали свои семьи и принципы. Люди начали ценить золото еще в каменном веке. Ученые нашли золото в вещах древних людей. Этим находкам более 40 тысяч лет. В Древнем Египте его называли плотью богов. Фараоны считались воплощением богов на земле. Они забирали все золото в свою личную казну. Золото выражало преданность богам и предкам. Фараоны украшали металлом свои дворцы и гробницы. Но тогда золото еще не было деньгами. Средством обмена у египтян был обычный ячмень. Золото имело для них только ритуальный статус. Оно должно было давать фараонам вечную жизнь. В древние времена золото было только украшением. Но в Лидийском царстве все полностью изменилось. Оно находилось на территории современной Турции. Там люди стали массово находить этот металл. Этот момент стал поворотным для мировой экономики. Раньше люди меняли вещи на ракушки или рис. Японцы предпочитали использовать для обмена рис. Некоторые культуры использовали ракушки до XIX века. У нас есть видео про историю денег, ссылочка в описании. Правитель Лидии по имени Крёс изменил историю. Он первым начал использовать золото как деньги. Крёс создал первую денежную систему в мире. Золото было удобно перевозить и легко хранить. Золото Лидии привлекало всех соседей вокруг. Но богатство не помогло лидийцам на войне. Золото не умеет стрелять из лука. Персы захватили все сокровища царя Крёза. Позже это золото досталось Александру Македонскому. Римляне очень ценили золото. Именно из Рима к нам пришло слово «монета». Со временем расходы империи начали быстро расти. Юлий Цезарь привез из походов огромные трофеи.
Он захватил в Галлии невероятно много золота. Цезарь смог выплатить все долги своего государства. Каждый легионер получил премию в 200 монет. На современные деньги это примерно 240 тысяч долларов. Золото помогало лидерам Рима покупать голоса людей. Оно стало инструментом борьбы за власть и влияние. В средние века золото в Европе стало огромной редкостью. Его почти не добывали, а старые запасы давно закончились. В это время появилась странная наука под названием алхимия. Алхимики были одержимы идеей создать золото самостоятельно. Они годами искали магический философский камень в своих лабораториях. Ученые верили, что этот камень превратит дешевый свинец в золото. Конечно, превратить один металл в другой у них не получилось. Но именно алхимики научились идеально очищать золото от всех примесей. Они создали первые пробы и стандарты качества для ювелиров. В итоге тысячи опытов алхимики доказали одну очень важную истину. Золото– это уникальный элемент нашей природы. Его невозможно создать искусственно. Это открытие сделало золото еще более ценным и дорогим. Люди поняли, что количество золота на планете ограничено. Его нельзя просто напечатать или сделать из куска свинца. Так жадность помогла людям понять истинную физическую ценность золота. Пока в Европе искали золото в лабораториях, на Востоке его было очень много. Торговые пути из Индии и Китая работали только за золотые монеты. В богатых городах вроде Багдада и Каира стояли сотни ювелирных лавок. Но откуда они брали столько желтого металла для своей торговли? Главным поставщиком золота в те времена была Западная Африка. 700 лет назад там процветала Великая империя под названием Мали. Ее столица, город Тимбукту, считалась самым богатым местом на земле. Арабские купцы писали, что золота там было больше, чем обычного песка. И все это золото принадлежало одному человеку, правителю Мансе Мусе. Его состояние сегодня оценили бы в безумные 400 миллиардов долларов. В его владениях находились 3 огромных золотых месторождения. Золото там лежало почти на поверхности, в речном песке и камнях. Люди находили крупные самородки весом в несколько килограмм. Однажды Манса Муса решил совершить великое путешествие в город Мекку. Он хотел показать всему миру свою преданность вере. Король взял в дорогу с собой около 30 тонн чистого золотого песка. Его сопровождали тысячи слуг в одеждах из дорогого шелка. По пути Муса раздавал золото буквально каждому жителю. Он строил новые мечети в каждом городе, где останавливался на отдых. В итоге он раздал столько золота, что его цена мгновенно рухнула. Металла стало слишком много, и он перестал быть редким и дорогим. Сам Муса на обратном пути был вынужден занимать деньги у купцов. Этот случай стал для всех историческим уроком о ценности ресурсов. Золото дорогое только тогда, когда его трудно найти и добыть. В конце 15 века Христофор Колумб поплыл в Индию, но попал в Америку. Когда испанцы высадились на берег, они встретили местных индейцев. Индейцы никогда не видели лошадей, пушек и блестящих железных доспехов. Они приняли странных пришельцев за могущественных посланников богов. Испанцы заметили у индейцев золотые украшения и маски. Для местных жителей золото было лишь красивым металлом для ритуалов. Они не считали его деньгами и легко отдавали его. Но испанцам было мало подарков.
и они захватили в плен императора инков. За свободу своего вождя индейцы обещали наполнить золотом огромную комнату. В нее поместилось золото на 11 миллиардов современных долларов. Испанцы забрали этот огромный выкуп, но императора все равно казнили. После грабежей испанцы начали сами добывать золото в горах Америки. Они заставляли тысячи индейцев работать в глубоких и опасных шахтах. Воздух в шахтах был плохим, и люди массово умирали от болезней легких. За 1,5 века испанцы вывезли из колоний около 185 тонн золота. Но это богатство не принесло Испании процветания. Короли тратили все деньги на роскошь и бесконечные войны. В самой Испании из-за обилия золота началась страшная инфляция. Цены на хлеб и мясо выросли в несколько раз. Люди перестали развивать промышленность и сельское хозяйство. Зачем что-то производить, когда можно просто купить готовое? Но золото кончилось, и в итоге Испания полностью разорилась. Золото Америки стало для Испании тяжелым проклятием. В XIX веке поиск золота перестал быть делом только королей. Все началось в 1848 году в далекой и дикой тогда Калифорнии. Рабочий по имени Джеймс Маршалл строил обычную водяную мельницу. Утром он заметил в ручье яркий блеск среди камней. Это были маленькие кусочки золота, которые вымыла вода. Хозяин мельницы пытался скрыть находку, но тайна быстро раскрылась. Новость об этом событии облетела весь мир за считанные недели. Началось великое безумие, которое назвали «золотой лихорадкой». Более 100 тысяч человек бросили свои дома, семьи и работу. В Калифорнию ехали учителя, фермеры, врачи и даже священники. Люди плыли на кораблях вокруг всей Америки и шли через пустыни. Из маленькой деревни всего за год вырос город Сан-Франциско. Жизнь старателей была невероятно тяжелой и очень опасной. Они работали в ледяной воде горных рек по 12 часов в день. Нужно было промыть 160 тяжелых ведер грязи ради грамма золота. Цены на еду в местах добычи стали просто космическими. Больше всех заработали продавцы лопат и одежды. За 10 лет в Калифорнии добыли рекордные 850 тонн металла. Это было в несколько раз больше, чем все богатства инков. Это золото помогло США построить железные дороги и новые города. Но тысячи простых людей потеряли там свое здоровье и последние деньги. Россия долгое время не имела своих собственных золотых запасов. Но в начале XIX века мастер Лев Брусницын нашел золотые богатые россыпи. Это был золотой песок, который лежал прямо в речных долинах. Брусницын придумал уникальную машину для быстрой промывки песка. Теперь золото можно было добывать в огромных промышленных масштабах. В стране началась своя собственная золотая лихорадка. В середине XIX века Россия стала абсолютным мировым лидером. Она давала миру 60% всей годовой добычи золота. Это золото помогло России создать самую надежную валюту в мире. Российский рубль был полностью обеспечен золотыми слитками. Любой человек мог обменять бумажные деньги на чистое золото. Это сделало Россию очень важным игроком на мировом рынке. Золото позволило строить заводы и развивать науку внутри страны. В отличие от Испании, Россия использовала золото для укрепления хозяйства. В 20 веке золото перестало быть обычными деньгами в кармане. После Второй мировой войны мировые лидеры собрались вместе. Они создали новую систему, где главной валютой стал доллар США. К
Кстати, на нашем канале есть история про доллар. Ссылочка в описании. Сам доллар был жестко привязан к стоимости чистого золота. Америка тогда владела большей частью всего мирового запаса металла. Но в 1971 году Ричард Никсон разорвал связь доллара и золота. С тех пор доллар не обеспечен золотом. Но само золото остается самым надежным активом в мире. Центральные банки всех стран продолжают копить золотые слитки. Золото нельзя напечатать на принтере или создать из ничего. Именно поэтому золото всегда будет стоить очень дорого. В природе золото почти никогда не встречается в чистом виде. А обычно это смесь металла с серебром, медью или грязью. Раньше люди использовали огонь для очистки золота. Сегодня для этого используют сложные химические заводы. Металл растворяют в кислотах и пропускают через них ток. Так получают золото высшей пробы, 3 девятки. Это означает, что в слитке 99,9% чистого золота. Такое золото очень мягкое. Его можно поцарапать даже ногтем. Именно поэтому для украшений к золоту всегда добавляют медь или никель. Это делает твои кольца твердыми и долговечными. Но банки принимают только максимально чистое золото. Для них важен не блеск, а точный вес слитка. Раньше золото искали только в глубоких шахтах и реках. Сегодня самый большой источник золота – это мусор. Каждый год люди выбрасывают миллионы старых телефонов. Внутри этих гаджетов скрыты тонны чистого золота. Добывать золото из электроники в десятки раз выгоднее. Чтобы получить 1 грамм золота в горах, нужно переработать тонну породы. Чтобы получить тот же грамм из старых плат, нужно всего несколько килограмм лома. На заводах старую технику измельчают и растворяют в кислоте. Затем золото выделяют и переплавляют в новые блестящие слитки. Поэтому золото в твоем кольце могло быть частью компьютера или принадлежать египетскому фараону 3000 лет назад. Золото – это самый экологичный металл на планете. Его никогда не выбрасывают на свалку навсегда. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Поставьте лайк, если вам было полезно. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео. До скорой встречи.